Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с двумя моточками, потому что я хочу вам показать, как можно связать две шали по одному узору. Они будут по-разному начинаться, но принцип вы поймете, и вам, надеюсь, очень понравится. Итак, давайте по порядку. Что за ниточки? Новички, кто еще с ними не работал, знакомьтесь. Alize, Angora Gold, Simli, значит, блестящие. Итак, по составу. Моточки 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. Смотрим. 75% здесь акрила, 20% шерсти и 5% металлика. Видите, вот такая металлическая ниточка. За счет нее ниточки блестят. Так, нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4, ну, в зависимости от вашей плотности вязания. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так, сфокусируется. И сразу же назову цвет ниточек. На камеру передаются как серые, на самом деле они немножечко не серые. Они даже каким-то таким интересным оттенком. Можете посмотреть в интернете. Смотрите, цвет называется 168. А данный моточек цвет называется 452. Вот такие вот интересные ниточки. Ну что, свяжем? Итак, первая схемка сегодняшнего узорчика. Смотрите, вот такой вот треугольный рисунок. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Те, кто еще не умеют, повторяйте за руками и обязательно отслеживайте по схемке, как мы провязываем тот или иной элемент. И так вы в дальнейшем научитесь самостоятельно работать с любой схемкой. Итак, начинаем вязание из центра. Видите, в центре кружочек. Здесь может быть либо кольцо амигуруми, так, либо можете сделать воздушные петельки. Ну, давайте, например, сделаем 4 воздушные петельки, как вариант. Итак, в начале петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я сделаю 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Замыкаем кольцо, то есть возвращаемся к нашей самой первой петельке. Вот наша самая первая петелька. Нырнули в петельку, вытянули ниточку и ее же протянули через петельку на крючке. Вот таким вот образом. Дальше по схемке смотрим. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь 1 воздушная петелька по узорчику. Поднимаемся. Итого у нас получается 5 воздушных петелек. Теперь делаем накид, и наша с вами задача, вот в наше колечко, которое мы провязали, да, из воздушных петелек, мы будем нырять в это колечко. Нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Получается по 2 петельки. 2, 2. Накид, еще раз сюда же нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Столбик с накидом. 2, 2. Видите, у нас уже 2 столбика провязано. Точно так же провязываем сюда же 3 столбик. И точно так же сюда провязываем 4 столбик. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся опять вот в наше колечко и провязываем точно так же еще 4 столбика с накидом. Итак, первый столбик с накидом. Сюда же в колечко 2 столбик с накидом. Сюда же в колечко 3 столбик с накидом. И 4. Таким вот образом. И заканчиваем наш ряд. Делаем 1 воздушную петельку. Теперь внимательно будьте. 2 накида. 1, 2. Опять вернулись вот в наше колечко. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это у нас будет столбик с 2 накидами. По итогу что у нас получается? Вот, ровно как по схемке. Так, видите?
Здесь 4 воздушные петельки, здесь столбик с 2 накидами. Вот наш треугольничек. Идем дальше. Для начала делаем петельки подъема 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем наше вязание. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается здесь у нас 5 воздушных петелек. Поняли, да? Дальше смотрите внимательно. Накид. Возвращаемся сюда же, к верхушке вот нашего предыдущего столбика. Так. Беремся за верхушечку и провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. Теперь вот наша воздушная петелька, помните, была? Воздушную петельку нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Дальше воздушная петелька. Есть. Теперь будьте внимательны. Накид. Вот ныряем нашу арочку из воздушной петельки, нырнули в арочку, вытянули ниточку, подтянули вот таким вот образом на высоту столбика и не провязываем, держим на крючке. 1. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку 2. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку 3. Держим все на крючке, не провязываем. Теперь смотрите, что делаем. Накид. И наша с вами задача перепрыгнуть все наши вот эти столбики вот в арочку из воздушных петелек. Видите? Нырнули в арочку, вытянули ниточку, точно так же на высоту столбиков, держим на крючке. 1, считаем. Накид сюда же в арочку 2. Накид сюда же в арочку 3. Видите, сколько у нас петелек на крючке? Наша с вами задача провязать их аккуратно все вместе. За один раз, поняли? Вот так вот. И обязательно зафиксировать, потому что они у нас могут разбежаться. Вот таким вот образом у нас получается, видите, столбики, а вокруг над ними пышные столбики. Дальше воздушная петелька. Дальше после нашего столбика в арочку провязываем столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Теперь будьте внимательны. Делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в нашу арочку, вот сюда же, и провязываем еще раз 2 столбика с накидом. 1, 2. Так. Теперь наша с вами задача провязать точно такие же 2 пышных столбика с общей верхушкой. Итак, для начала делаем 1 воздушную петельку. Теперь ныряем в арочку, набираем петельки 1, сюда же 2, 3. Накид. Перепрыгиваем наши столбики вот в последнюю арочку. Набираем петельки 1, подтягиваем, 2, 3. Все теперь петельки аккуратно вместе провязали за один раз и зафиксировали, чтобы у нас наши петельки не разбежались. Вот такая вот получается картина. Теперь воздушная петелька. Вначале делаем столбик в арочку, 1 столбик с накидом. И получается столбик с накидом мы должны с вами сделать. Вот у нас здесь получается 4 воздушные петельки были, так? 4 воздушные петельки. И наша с вами задача получается в 4-ю петельку сделать столбик с накидом. То есть вот мы здесь с вами аккуратненько просчитаем наши петельки. 1, 2, 3, 4. Вот 4-я получается петелька. Провязываем столбик с накидом. Теперь воздушная петелька. Делаем внимательно 2 накида. 1, 2. И сюда же, куда мы провязывали только что столбик, мы сюда провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Таким образом, вот наш треугольничек немножечко еще подрос. Угу. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Итак, идем дальше. Уже получается 3-й ряд нашего узорчика. Для начала делаем 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4.
Поворачиваем вязание. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 5 воздушных петелек. Теперь смотрите внимательно. Накид. В самую первую арочку, там, где у нас была воздушная петелька, мы в нее ныряем и провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Вот первая арочка, и в ней 4 столбика с накидом. Дальше воздушная петелька. Точно так же 4 столбика с накидом провязываем. Смотрите, вот у нас были наши пышные столбики. Так, беремся за верхушку пышных столбиков и вот в эту верхушку провязываем столбики с накидом. Тоже 4 раза. 1, сюда же верхушечку 2, сюда же 3 и сюда же 4. Вот, еще 4 столбика с накидом. Дальше воздушная петелька. Теперь переключаемся вот в нашу большую арочку. Чтобы наши столбики не разбежались, тоже будем провязывать 4 столбика. Предлагаю провязать их в петельку. Ну, если получается, да? Если позволяет пряжа, крючок, зрение, провяжите в петельку. Будет аккуратно. 1, в петельку, в самую первую воздушную. 2, сюда же 3 и сюда же 4. Если не получается в петельку, не ломайте глаза, провязывайте в арочку. Угу. Итак, вот у нас уже 3 пары столбиков. 1, 2, 3. Теперь делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И поворачиваемся на вторую сторону. Да? То есть повторяем все, что мы провязывали. Накид. Теперь провязываем в последнюю петельку. Видите, вот наши цепочки в последнюю петельку 4 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. Поняли, да? Мы повернули, получается, вот наше вязание, завернули за угол и продолжаем дальше вязать. Воздушная петелька. Теперь наша с вами задача вот в верхушку наших пышных столбиков провязать точно так же 4 столбика с накидом. Беремся за верхушечку и провязываем 4 столбика. Считаем 1, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Угу. Опять воздушная петелька. Теперь смотрите, перескакиваем, получается, вот наши 2 столбика, и там, где у нас была арочка, воздушные петельки и еще одна воздушная петелька по узорчику, помните, да? В арочку нырнули и провязали тоже 4 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Воздушная петелька. Теперь делаем 2 накида. 1, 2. Наша задача в 4-ю петельку, получается, подъема. Так? 1, 2, 3, 4. В 4-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали по 2 петельки. Это столбик с 2 накидами. Все. Вот смотрите. Потихонечку уголок наш начинает расти. То есть мы с вами провязываем одну сторону. Вторая сторона зеркально отображает первую. Поняли, да? Идем дальше. Итак, 4-й ряд. Если внимательно посмотрите по схемке, 4-й ряд будет повторять 2-й ряд. Но давайте провяжем вместе. Итак, для начала делаем 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Есть. Дальше накид. Сюда же вот верхушку предыдущего столбика. Нырнули, провязали столбик с 1 накидом. Есть. Теперь вот в нашу арочку из воздушной петельки столбик с 1 накидом. Итого вот наши 2 столбика. Теперь воздушная петелька. И наша с вами задача провязать пышные столбики
Один пышный столбик будет в одну арочку, другой в другую арочку с общей верхушкой. Помните, да? Итак, накид. В первую арочку набираем петельки, нырнули, взяли ниточку, подтянули, держим на крючке, не провязываем. Считаем: раз, сюда же, 2, сюда же, 3. Теперь накид, перепрыгиваем наши столбики в следующую арочку, набираем точно так же 3 петельки, 3 накида. Раз, подтянули, держим на крючке, 2, 3. Теперь аккуратненько все вместе провязали, оп, одной ниточкой, и зафиксировали, чтобы наши петельки, ниточки никуда не разбежались. Вот, видите, наши 2 пышных столбика. Несложно. Дальше что мы делаем? Будьте внимательны. Теперь мы делаем 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Накид. Вот наши 4 столбика. Получается, в первую арочку набираем пышные столбики и во вторую арочку набираем пышные столбики. Итак, накид. В первую арочку набираем раз, сюда же накид, 2, подтянули, 3. Теперь перепрыгиваем вот в следующую арочку и точно так же набираем раз, 2, 3. Провязали все вместе за один раз, оп, и обязательно зафиксировали. Вот такие вот пышные столбики. Ваши пышные столбики могут быть намного больше. Вы можете делать не как я, по 3 петельки, 3 накида. Вы можете делать и 4, и 5, и 7. Пышные столбики будут намного больше. Будет смотреться это более эффектно, но пряжи скушает много. Поняли, да? Итак, дальше идем. Точно так же провязываем 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. И опять делаем 2 пышных столбика. В первую арочку нырнули. Набираем раз, 2, 3. Перепрыгиваем наши столбики. И вот последний получается. Арочку нашу большую набираем. Раз, 2, 3. Как только набрали, все вместе провязали за один раз аккуратненько. И обязательно зафиксировали. Вот наша, так скажем, правая половинка, да, готова. Дальше воздушная петелька. Смотрите, провязывайте 2 столбика с накидом сюда, в эту большую арочку. Раз, сюда же, 2. Теперь делаем большую арочку, 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем на левую сторону и повторяем все то же самое, что мы с вами провязывали. Вначале у нас будет 2 столбика с накидом. Раз, сюда же, 2. Потом будут 2 пышных столбика с общей верхушкой. Шагаем по арочкам. Первая арочка набираем. Раз, 2, 3. Накид. Перепрыгиваем столбики во вторую арочку. Раз, 2, 3. Все вместе за один раз провязали и обязательно зафиксировали. 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Опять шагаем в эту же арочку и в следующую. Набираем петельки. Раз, 2, 3. Накид в следующую арочку. Раз, 2, 3. Провязали все вместе и зафиксировали. Опять 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. В первую арочку набираем. Раз, 2, 3. И в самую последнюю арочку. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот видите, и вторая половинка готова. Начинает потихонечку расти узорчик. И как мы заканчиваем? 1 воздушная петелька, в арочку столбик с накидом, затем в 4 петельку, раз, 2, 3, 4, в 4 воздушную петельку столбик с накидом,
воздушная петелька и заканчиваем вязание. 2 накида и опять сюда же в 4-ю такую же петельку провязываем столбик с 2 накидами. Таким образом наш уголочек, он как бы растет, да, и влево, и вправо. Столбик с 2 накидами. Вот, смотрите, поняли, да, как получается будет расти наш узорчик. То есть это у вас шейка, да, шейка, спинка, и дальше будет расти, например, там до пояснички. А здесь получается плечики, ручки. Угу. Поняли, как он будет у вас расти? Ну что, идем дальше. Итак, следующий по порядку у нас идет, смотрите, со столбиками, да, ряд. Первый ряд со столбиком у нас идет. Дальше у нас идет 3-й ряд со столбиками, 5-й, 7-й, 9-й и так далее. То есть все нечетные ряды у нас будут провязываться одинаково. Это будут по 4 столбика с накидом. Поняли, да? То есть сейчас будем повторять 1-й, 3-й ряд. Мы провязываем 5-й. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. Дальше в первую арочку. Вот наша первая арочка из воздушной петельки. В нее провязываем 4 столбика с накидом. То есть мы с вами уже провязывали, поэтому не останавливаемся, да, и провязываем в своей скорости, так скажем. Кому быстро, ставьте на паузу, либо в настройках. Вы можете внизу экрана поставить скорость, которая будет вам удобна. Итак, вот 4 столбика провязали, воздушная петелька. Дальше помните, да, мы перескакиваем вот верхушку наших пышных столбиков. Вот верхушечка. И в нее провязываем тоже 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Опять воздушная петелька. И перепрыгиваем, получается, опять наши пышные столбики в верхушечку. И в нее верхушечку провязываем еще 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Опять воздушная петелька. Опять перепрыгиваем верхушечку наших столбиков пышных и провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Поняли, да? Вот наши столбики. Дальше опять воздушная петелька. Здесь, получается, в большую арочку провязываем. Договорились, чтобы наши столбики не разбежались. Будем провязывать вот в первую воздушную петельку. Да? Ну, желательно. Так будет аккуратно. 1, 2, 3, 4. Здесь мы делаем 3 воздушные петельки, да, поворот наш на уголочек. 1, 2, 3. И повторяем все то же самое, что мы с вами провязали справа. Мы повторяем слева. Поняли, да? То есть вначале мы провязываем наши столбики с накидом. Вот в последнюю воздушную петельку арочки. 1, 2, 3 и 4. Поняли, да? То есть теперь самостоятельно можете вернуться вот по верхушечкам. Здесь верхушечки, здесь верхушечки и здесь верхушечки. Провяжите по 4 столбика с накидом. Я думаю, что вы справитесь. Угу. Давайте самостоятельно провяжите, а здесь в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот я довязала практически до конца ряда. Вот наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот получается наши последние 4 столбика мы провязали. Теперь делаем воздушную петельку, 2 накида и отсчитываем, получается, 4-ю воздушную петельку. Помните, да, у нас здесь были петельки подъема. Нам нужна именно 4-я петелька. 1, 2, 3, 4. И вот в 4-ю провязываем столбик с 2 накидами.
Все. Вот получается, наш ряд закончен. Вот такой треугольничек у нас получается. Видите? Совсем не сложно. Теперь мы с вами должны будем повторить четный ряд. Да, получается у нас здесь второй с пышными столбиками, четвертый. Дальше шестой будет точно так же с пышными столбиками. Давайте еще раз вместе провяжем половинку. Итак, для начала 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот, воздушная петелька по узорчику. Помним, здесь провязываем 2 столбика с накидом у нас. Итак, первый столбик у нас идет непосредственно в столбик. Так, мы провязываем столбик с накидом. Второй столбик мы провязываем вот нашу арочку, столбик с накидом. И теперь делаем пышные столбики, помним, да, по арочкам шагаем. Арочка, арочка. Итак, накид, подтянули петельку 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3, перепрыгнули столбики в следующую арочку, накид 1, накид 2, накид 3. Попробуйте сделать на 4 накида 4 петельки, 5 накидов 5 петелек. Увидите, смотрится, конечно, более эффектно. Итак, первые пышные столбики готовы. Дальше мы делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в эту же арочку, набираем петельки. 1, 2, 3. Перепрыгиваем столбики в следующую арочку. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вернулись вначале в эту же арочку. 1, 2, 3. Перепрыгнули столбики. 1, 2, 3. Все вместе аккуратненько провязали и зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вернулись в эту арочку. 1, 2, 3. В следующую прыгнули. 1, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вернулись в эту же арочку. Набираем 1, 2, 3. Следующую набираем 1, 2, 3. И провязали, зафиксировали. Теперь будьте здесь внимательны. Воздушная петелька. Так. Дальше мы 2 столбика в большую арочку делаем. Столбики с накидом. 1, 2. Так. У нас была, получается, арочка маленькая. Теперь будем делать большую арочку. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим на противоположную сторону, на левую. И все то же самое зеркально повторяем. 2 столбика с накидом. 1 воздушная петелька. И опять пышные столбики. 1, 2, 3. Перепрыгнули столбики в арочку. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали и так далее. Идем вот между нашими столбиками по арочкам и провязываем пышные столбики. Все то же самое, что мы с вами вместе провязали с правой стороны. Давайте самостоятельно сделайте с левой. Я думаю, что у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. Совсем не сложно, да, но симпатично. Итак, вот когда вы сделали 2 последних пышных столбика, воздушная петелька, 2 столбика с накидом, опять воздушная петелька, и в 4-ю петельку подъема мы провязываем столбик с 2 накидами. Помните, да? Все. Получается ничего сложного. Вы уже поняли, что четные ряды вяжутся одинаково и нечетные ряды вяжутся одинаково. Ваша задача увеличить на несколько рядочков образец,
посмотреть, что в итоге получается, какая красота получается. Встретимся через несколько рядочков. Да? Давайте вы справитесь. Итак, смотрите, я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. То есть шалька потихонечку растет. У вас может быть это шаль больших размеров, да? Это может быть бактус, небольшой платочек на шею. То есть на ваше усмотрение. Опять же, пряжу вы можете брать любую. Не только такую, которую показываю я. Возможно, для кого-то эта пряжа покажется колючей, да? Поэтому берите такую пряжу, которая вам больше всего нравится. Для новичков будет, мне кажется, самое то. Несложный узор, всего лишь 2 ряда. И у вас все получится. Размеры можете вязать любые. Если это будет полноценная шаль, то рассчитывайте, что это будет от 5 моточков, если данная пряжа. Вот таким вот образом. Ну что, переходим к следующей шальке. Давайте. Итак, схемка номер 2. Схемку прикладываю. Точно так же схемка читабельная, хорошего качества, разноцветная. Кто умеет работать самостоятельно со схемками, вяжите самостоятельно, нас не ждите. А кто еще не умеет, повторяйте за руками, но обязательно смотрите, как мы с вами провязываем тот или иной элемент и как он обозначается в схемке. Таким образом, со временем вы самостоятельно научитесь работать с абсолютно любой схемой. Итак, смотрите. Получается, в данном случае мы будем шальку вязать от спинки, от пояснички, да, и потом она будет расширяться у нас до плеч, до рукавов и заканчиваться шейкой. Поняли, да? То есть прямо наоборот будем вязать. Кому как нравится, кому как удобно. Итак, для начала смотрим петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Так. Теперь смотрите, мы должны с вами будем набрать 6 воздушных петелек. Так. Первое, которое мы будем присоединять наши столбики, раз. Дальше петельки подъема 4. Раз, два, три, 4. И 1 воздушная петелька по узорчику есть. Итого 6 воздушных петелек. Дальше смотрите внимательно. Накид. Возвращаемся к нашей первой петельке. Так, вот наша первая петелька. К ней возвращаемся, ныряем в нее. И аккуратненько провязываем 4 столбика с накидом. Раз. Сюда же нырнули. 2. Сюда же. 3. И сюда же 4. Теперь воздушная петелька. 2 накида. Столбик с 2 накидами провязываем точно так же в самую первую петельку. И у нас получается как бы кончик нашей шали, самый нижний кончик. Поняли, да? Вот он. Дальше что мы делаем? 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 5 воздушных петелек. Теперь возвращаемся к нашему первому столбику. Провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь там, где воздушная петелька была в арочку, провязываем столбик с накидом. 2 наших столбика с накидом. Помним, да? Мы уже так вязали. Теперь воздушная петелька. И в эту нашу первую арочку. И в последнюю арочку будем делать 2 пышных столбика с общей верхушкой. Итак, набираем накид. Петельку подтянули. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Перепрыгиваем наши столбики в следующую арочку. Накид. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Точно так же провязали все наши петельки и накиды и зафиксировали. Дальше воздушная петелька. Получается столбик с накидом. Раз. И столбик с накидом в 4-ю петельку подъема. Раз, два, три, 4. Вот в 4-ю петельку столбик с накидом. Дальше воздушная петелька, 2 накида и провязываем сюда же в эту же петельку столбик с 2 накидами. Поняли, да? По краешку у нас будет точно так же. С одной стороны 4 воздушные петельки, с другой стороны будут столбики с 2 накидами. Вот. Вот наш кончик нашей шальки. Идем дальше. 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику.
5 воздушных петелек в итоге, поняли, да? Дальше, вот наша самая первая арочка. Мы в нее провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, сюда же 3, сюда же 4. Воздушная петелька. Теперь в верхушку наших вот пышных столбиков провязываем точно так же 4 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Поняли, да? Воздушная петелька. И в последнюю вот нашу арочку за столбиками точно так же 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Угу. Воздушная петелька. И в четвертую петельку подъема аккуратненько провязываем столбик с 2 накидами. Так. Есть 2, 2, 2. Вот, мы с вами провязали уже, получается, первый, второй, третий. То есть первый, третий это столбики, да, нечетные ряды, второй, четвертый, шестой и так далее, четные ряды с пышными столбиками будут. Идем дальше. Итак, для начала 4 петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. И теперь у нас, получается, идут 2 столбика с накидом. Один столбик идет вот в столбик предыдущего ряда, а один столбик с накидом идет в арочку. Вот из воздушной петельки предыдущего ряда арочка. Теперь 1 воздушная петелька и опять работаем с арочками, да? Делаем пышные столбики. Первая арочка, набираем петельки. Раз, два, 3. Перепрыгиваем в следующую арочку. Раз, два, 3. Все вместе провязали. Обязательно зафиксировали. Вот, видите? Наши пышные столбики. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Опять в эту же арочку вернулись. Раз, набираем петельки. 2, 3. Теперь следующую арочку. Раз, два, 3. Провязали. Все вместе. Зафиксировали. Угу. Вяжу чуть побыстрее, чем предыдущий, получается, схемку, потому что уже повторение. Мы с вами уже все знаем. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Опять вернулись сюда же. Раз, два, 3. И в последнюю арочку. Раз, два, 3. Все вместе провязали. Зафиксировали. 1 воздушная петелька. Сюда же в арочку провязываем столбик с накидом. Дальше следующий столбик провязываем в 4-ю петельку подъема. И заканчиваем ряд. Воздушная петелька, 2 накида. Сюда же в эту же петельку провязываем столбик с 2 накидами. Все, видите? То есть совсем не сложно. Все то же самое, что мы с вами провязывали. Точно так же чередуются рядочки. Следующий ряд у вас будет вот по 4 столбика, да? Следующий ряд будут пышные столбики. По 4 столбика пышные, по 4 пышные. Не сложно? Давайте попробуем самостоятельно. Схемка перед вами, так? Надеюсь, у вас все получится. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот, получается, данные элементы, да, они все смотрят, ну, как бы вертикально стоят, да? Вот таким вот образом. Очень легкий узор, 2 ряда всего лишь, новичок точно справится. Берите 1 моточек, если вы захотите, просто небольшой платочек на шею. И опять же, если данная пряжа, то от 5 мотков, если хотите большую, полноценную, красивую шаль.
От вас зависит, будете ли вы делать обвязку или нет. От вас зависит, будете ли делать бахрому или нет. Нет каких-то единых правил. Вы можете сделать такую обвязку, которая вам нравится. Так? То есть выбирайте в интернете, их много. Какие пошире есть, какие поменьше есть. С кисточками, без кисточек и так далее. Вот. Как вам? Надеюсь, нравится. Узорчик двусторонний, поэтому вы можете носить изделия именно с любой стороны. И повторюсь, в данном случае, видите, элементы смотрят вертикально вниз. Да? Вот у нас спинка, вот у нас плечики, вот это у нас шейка. А в первом варианте, видите, у нас они как бы расходятся, вот так вот, как бы елочкой. И при этом элементы, они перевернуты, видите? Получается, галочка как бы наверх смотрит, а тут, видите, галочка вниз смотрит. В общем, попробуйте. Какой вам больше понравится, такой и вяжите. Угу. Тоже двусторонний, поэтому можете любую сторону брать за лицевую. Такой вот универсальный узорчик. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.